Доброй ночи, друзья. Сегодня опять мой голос за кадром. И на сей раз мой голос за кадром поговорит с вами о людях-паразитах. Кто они есть? Что они могут испортить в нашей жизни? И почему они опасны? Дело в том, что вот паразитизм или люди-паразиты, они на самом деле привели к экономическому краху, можно сказать, всю Европу. Почему? Потому что вот эти бесконечные пособия за безработицу, помощь трудноимущим семьям. Ну, в принципе, у нас тоже немало такого, но хотя в Европе это больше, но в любом случае и здесь немало, когда семья малоимущая, пьющая, естественно, дети рождаются больными, нездоровыми, а значит, инвалиды, получают инвалидность, пособие, помощь и так далее, и так далее. В итоге оказывается, что человек, который работает день и ночь на 3 работах, не получает и половины того, что получает тот человек, который ничего не делает. И в конце концов люди начали думать, а стоит ли вообще работать? Если мы работаем, платим налоги, нас душат, нас проверяют, мы выслушиваем указания наших директоров, там, вышестоящих и так далее, и получаем практически столько же или меньше, чем человек, который ничего не делает, который сидит и просто-напросто берет у государства за содержание, за то, за это, за третье, пятое. Вот это называется паразитизм. Но самое интересное, что таких людей становится больше и больше, и их голос более весомый, чем люди, которые работают, которые стараются идти вперед. В нашей жизни точно такие же паразиты существуют, и их очень много бывает. И чем больше человек поднимается, чем больше добивается, тем больше обязывает ему помочь всем окружающим. Если вы замечаете, что вас на работе используют, например, вот я это не могу, это у тебя лучше получится, сделай, пожалуйста, за меня. Вы сделали 1 раз, вы сделали 2 раз, 3 раз. Причем, заметьте, если вы не совсем так сделали и сделали замечание, то ваша коллега ни за что не признает, что это была ее работа, а сделали за нее вы. Замечание получите вы. В итоге придете домой раздраженная, сорветесь на своих детях, на муже, на родителях, может быть. Но человек, который вас довел до этого, не будет мучиться чувством вины абсолютно. Потому что такие люди, они не считают нужным считаться с чужими мнениями, с чужими проблемами. Есть люди-паразиты, которые висят у нас на ушах просто-напросто, день и ночь созваниваются с нами, выливая на нас все свои проблемы, бедствия, успокаивают свою нервную систему. В итоге мы раздражены, ходим по дому, на всех кричим, орем, а у них уже все в порядке, все хорошо. Либо ваша подруга или друзья, которые вас приглашают к себе, то есть не к себе, а приглашают на разговор, на беседу в кафе. Вы заранее знаете, что вы будете оплачивать это пребывание там. В то же самое время будете сидеть и часами выслушивать о ее проблемах, которые абсолютно незначительны по сравнению с вашими бедствиями в жизни. Это тоже люди-паразиты. Вы знаете, что если паразитирующие вот эти, например, маленькие создания, существа моря прилепнут к кораблю, то огромный корабль может уйти на дно из-за вот таких паразитирующих кораллов или ракушек, как хотите называть, и они разные. То есть они со временем изнашивают корабль, который уходит на дно. Огромные корабли тонут из-за этого. Казалось бы, ерунда, правда? Но если облепить человека, если люди, которые к вам приходят постоянно за помощью, ничем не отвечают взамен, хотя бы благодарность, хотя бы человеческим отношениям, это люди-паразиты, которые берут вашу энергию, не давая ничего взамен. Они вас опустошают. У них есть такая манера говорить, что бы я без тебя делал, как хорошо, что ты у меня в жизни есть, я всегда знаю, что я буду на тебя надеяться, я всегда знаю, что ты меня не бросишь в беде и так далее, и так далее. Эти фразы подкупают, и человек не умеет говорить «нет». Многие-многие великие люди, которые на самом деле водили за собой толпы паразитов, которые пили и ели за их счет и жили в гостиницах, они ушли на дно, поскольку их энергия была утрачена,
и роздано вот этим паразитам, они не занялись воспитанием своих детей. Их дети сегодня, например, мало что помнят о своих родителях хорошего и мало что говорят. И те люди, которые паразитировали, которые за ними ходили везде и всюду, пользуясь благами жизни за их счет, в итоге начали писать какие-то воспоминания, в которых ничего хорошего про этих людей не написали. Говорили о том, что те пили, что разбазаривали деньги, растрачивали, что вели себя вульгарно, по-хамски и так далее. То есть хочу сказать, что даже хороших воспоминаний от этих людей, которых они содержали, которых они практически там одаривали, раздаривали, они не дождались. То есть смысл быть благотворителем, если даже хорошего о тебе не скажут. Люди, которые обращаются... Я как-то смотрела передачу Владимира Спивакова, который как бы рассказывал о своей жизни и говорил, что получает письма, помогает иногда, если у человека там есть болезнь, ему нужно лечение, он может посодействовать, может помочь, может как бы поговорить с директорами вот этих фондов благотворительных и вот таким образом пытается всем делать добро и помогать по мере своей возможности. Ему задали вопрос, а какие вот письма бывают, которые могут вас возмутить? И он сказал, вот, например, бывают письма, где написано, там, отправьте мне столько-то долларов, я хочу поехать там отдохнуть в Швейцарию и так далее. То есть человек считает нужным, точнее не считает нужным стыдиться того, что будет просить деньги на отдых. Он сам копить не собирается, но просить, а почему бы нет? А он что обеднеет, пускай дает. Вы поймите раз и навсегда, что такие люди, что подобные люди, о которых сейчас говорю, они не обладают чувством мира, стыда. У них нету понятия неудобно. Они эгоистичные люди, они считают так, я так хочу и так будет. Будьте любезны мне это предоставить и сделать. А чем вы обеднеете? А что с вас убудет? Понимаете? И в итоге получается, что вас облепляют по жизни паразиты, которые забирают вашу энергию, забирают вашу силу, вашу радость, жизнеспособность, ничего не отдавая взамен, не говоря вам спасибо. И в итоге вы остаетесь в пустоте. Вы знаете, что онкологически больные люди на самом деле по природе очень добрые. Они считают почему-то своим долгом всем подряд помогать, своей обязанностью. И вот это постоянное отдавание энергетики своей, не получая ничего взамен, приводит вот таким онкологическим заболеваниям, приводит к опухоли и так далее. И поскольку это уже доказано, что каждая болезнь человека имеет за собой вот такую, скажем, моральную почву. То есть каждая болезнь, она для начала, прежде чем стать физиологической, она сначала душевная. Потом переходит уже в иную сферу, в физиологию. Вот вам, пожалуйста, пример. Почему-то мы считаем своим долгом всем подряд помогать, всем делать добро, думая, что раз уж у нас есть, то мы обязаны давать тем, у кого нет. А те, у кого их нет, сделали ли что-либо, чтобы у них тоже что-либо было? Нет. Они не сделали, не сделают и не собираются делать. Но они собираются нами пользоваться. Если вы не научитесь сказать «нет», я вас уверяю, что в итоге вы просто будете очень разочарованы. И самая большая опасность таких людей состоит в том, что когда вы один раз делаете добро, второй, третий раз, и вам отвечают абсолютным злом, можно сказать, да, ничем хорошим вы... ничего хорошего вам обратно не идет от таких людей, то вы в итоге можете пройти мимо того человека, который действительно нуждался в помощи. Но вы настолько разочаровались в людях, настолько разуверились, настолько перестали желать кому-либо делать уже хорошо, что вот именно тот момент, когда человек действительно будет нуждаться в вашей помощи, он вашу помощь не получит, поскольку горький урок уже сделал свое дело. Вот над моими словами задумайтесь, заставьте себя уважать. Люди, которым вы делаете добро, которые этого не ценят, не видят и так далее, они никогда не будут считать вас благодетелями, добрыми. Они всегда считают, у тебя есть и мне дай. С тебя не убудет, ты не обеднеешь, ничего страшного, не помрешь.
Вот поверьте мне, вот именно так они думают и говорят. Так что играть вот такого благочестивого среди таких людей, мне кажется, глупо. Научитесь говорить «нет». Мой вам совет. Нет и все. Всего доброго. До свидания.